Всем здорово, народ! Как я понял, вам не особо заходят слишком продолжительные арены, где там 5, 6 или 7 минут могут две команды меситься, поэтому сегодня у нас каточки будут быстрые, бодренькие, такие динамичные, по вашему запросу отрабатываем, как говорится. Погнали! Против нас в данной катке прото-воин и прек-паладиныч, это который с одноручкой и щитом бегает, но не протик. Я думаю, по сетапу для нас идеальная ситуация, потому что депоса у них не хватит прожать. Ну, что меня, что моего приста, по которому не решили играть. А вот мы как раз-таки здесь уже разгуляемся. Не особо, мне кажется, прото-варыч может в таком сетапе себя проявлять. Ну, посмотрим. Главное, чтобы они сейчас не загасили моего приста, но мы как будто бы уже помешали им это сделать, тем, что в самом начале я грипнул к себе Палыча, видели, да? А он в это время еще фридом потратил на своего союзника. Опа! А паладин-то против нас не бот играет. Посмотри, я сейчас закинул удушение фуловое в ДЦшника, и он инста его задиспелил. Просто практически моментально заметил, снял немоту с приста союзного, и поэтому мы делаем вывод, что на Палыча играет не ботик. Но они как будто бы ошиблись в выборе таргета. Они решили играть по моему ДЦ-присту, но у них не хватит с варом урона. Вообще не хватит, а я спокойно совершенно себя чувствую, бегаю за Палычем просто по пятам и в спину ему накидываю. Господи, как же приятно данную арену мне было здесь играть, потому что меня полностью игнорировали, вообще никак мне не мешали заниматься своей грязной работой. Ну и посмотри, просто бегаю за Палычем и накидываю ему по затылку. Как будто бы у меня охотник даже особо здесь не дамажил, потому что ему, ну, неудобно по позиции было, он там бегал вокруг пиларчика. Сейчас посмотрим. Да, посмотри, я практически в соло уничтожил Пала. 74к депоса, когда у моего охотника было всего лишь 25. Йоу! Вот такая вот игра была, необычная. Следующая котеечка. И снова у меня интереснейшая позиция на вот этом пиларе. На монументе. Гриппаю к себе Shadow Приста сразу же. И Варыч летит его сейвить. Не особо я хочу прыгать вниз за пристом, потому что как-то надо пристреляться, посмотреть, как будет структура боя. Раскладываться. И мне интересно понаблюдать за Варом, кого он выберет своим таргетом. Все, вижу хороший момент, чтобы выйти и выдать максимально флексовую заморозку по всем трем оппонентам. Но, кстати, этот контроль был сразу же снят. После чего залетел фуловый эфир. Сразу же во всех оппонентов, но только на ресторе он остался, потому что, видимо, он там тотемчик поставил. Ну ничего, тучку из Shadow Приста выбили, а это самое главное. У меня сейчас заканчивается дизарм. Если не умирают мои тиммейты, то мы должны дожимать здесь Shadow Приста. Сам в него пошел, начинаю гэмблить, выдаю максимальный депос, что у меня залетает еще также щит с немотой по вражескому рестор шаману, и все. Не успевает он спасти своего Пристыча. Просто запрессинговали с моим паладином, с протиком оппонентов. God damn. Вторая победа на сегодня. Нормально, нормально. Капти-капти. Но видишь, такие игры будут, да, подинамичнее, которые быстро будут заканчиваться. Есть там, конечно, и по 2 минуты. Под конец, наверное, я их вставлю. Для любителей продолговатых салок. Но начнем с таких прям супер-супер быстреньких. Окей, понеслась. Третья котейка. Вроде нас снова воин, снова Shadow Priest. Нет, не снова, ну просто Коли Палыч. Здесь, наверное, зря бью Вара, потому что он руты себя скинул таким образом, хотя с другой стороны его подиспелил бы просто Палыч. Я вижу, что не очень хорошая позиция у Shadow Приста за пиларчиком, за коробками. Как бы убежал он от своего паладина, и это возможность для меня его продамажить. Диспелим здесь фир. Перерождением сразу же сбрасываем ауру, чтобы меня не законтролили как нежить. Выдаю незыблемость сля, чтобы не подконтролили станом. И как будто бы есть момент, чтобы пробурститься во вражеского ШП Приста, у которого уже больше не будет сейва. Выдаем максимальный депос. Вместе с моим Элем-шаманом. И пробиваем оппонентов. Просто не ожидали они настолько огромного заливного ДПСа. Тучку, кстати, Прист решил почему-то не жать, тем самым проиграв себе бой. Кстати, напоминаю, что в телеграм-канале у меня в закрепленном сообщении лежит зипник со всеми моими аддонами. А для тех, кто хочет поддержать мой канал копеечкой и получить дополнительный контент, приглашаю на Бусти. Там и видосы появляются раньше, по минимальной подписке, кстати, 150 рублей всего лишь стоит. И также еще есть там различные гайды по классам, по настройке аддонов, интерфейса и так далее. Поэтому всех благодарствую за подписку на Бусти. Все, погнали смотреть видос дальше. Окей, следующая котечка против нас ДЦ Прист, Элем, Шаман, Ярмс, Воин. У меня, кстати, тоже Варыч в команде. Ну, в 2 милишника тяжеловато, может быть, против Элема на самом-то деле сражаться, потому что постоянные руты, замедление, откидывание, хексы там и так далее. Ну, вы это все знаете. Но посмотрим. Вроде под зеленкой подошли до Элемыча, начинаем накидывать на него дотки, нажимаю незыбку, чтобы не подстанили, фуловое удушение в ДЦ Приста, чтобы выиграть просто время. И на самом старте заезжаем по Шаманычу. Неплохо так пробивая, выбивая зубы
из вражеского ДЦшника. После чего сразу пошла заморозка, и 3 тринкета нажимают пацаны против меня. 3 тринкета на одну мою кнопку сразу же вжали. Это просто лютейшая ошибка с их стороны на самом-то деле. Хиксует Шаманыч моего Холи Паладина. Зачем, непонятно. Дожимать нужно его сейчас прямо нам вместе с Варычем. Диспелем Фир. Хватит ли депаса? Как будто бы чуть-чуть не хватит. Как будто бы чуть-чуть не хватит. Нужно просто ждать на самом-то деле 30 секунд. У меня снова откатится заморозка, и это будет прям верняк-верняковый, фуловый, просто победный прожим, скажем так. Но, тем не менее, продолжаем прессинговать с Варычем. Здесь, кстати, лишнее действие совершил тем, что отвлекся на тотемчик, и через гриб смена фокуса на ДЦшника в моменте произошла. Как же им больно, буш! Гаддэм, ДЦшник просто откис. Просто откис. Мы и Лема бы дожали, на самом-то деле, если бы до него добрались. Но, тем не менее, зачем усложнять себе жизнь, если подставился вражеский приз? Не, ну это шок-контент. В любом случае, они уже проиграли, когда нажали все 3 тринкета на одну мою заморозку. Это была конечная для их команды. Но, тем не менее, получилось еще и раньше выиграть. Next котеечка. Против нас где-то Друидыч затесался в инвизе. Крадется где-то кошкой. У меня в команде, кстати, охотник. Ну, посмотрим, как пойдет данная игра. ТЦ Прист и Ретрик Палыч против нас, да? Вроде Ретрик, может быть, и Прегич. Не успел отследить его бафчик на печать. Позже посмотрим. Кстати, больно на самом-то деле Фералычу в моменте прямо сейчас было. Тотальная заморозка пошла. ДЦшник тринкует. И Ретрик тоже тринкует. Вообще, на самом-то деле, если вот вы на Присте играете, как будто бы на заморозку просто стоит отдать зубы в моменте, если потребуется. Потому что Прист может и зубы под контролем нажимать под моей заморозкой. И обычно, если вот так вот делают Присты, отыгрывают, не тратя тринкет, это, ну, усложняет катку. Это усложняет каточку. Поэтому он мог просто АФК на Присте сидеть в заморозке, смотреть за Фералычем, за его столбом ХП, скажем так. И если бы мы его пробили еще раз, там нажал бы в него зубы чуть заранее и потом поднял бы совершенно спокойно. Но нет. Он решил тринкануть. И это как будто бы ошибка. Вот сейчас зубы пошли. Интереснейшие. Но опять же, 20 секунд просто подождать. Снова будет тотальная заморозка. Снова заморозим Приста. Хотя, кстати, его заморозил и без нас сейчас мой союзный охотник, но у него у нас была активочка человека. На Присте он задиспелил себя заморозку моего охотника. И в любом случае Фералыч вообще не хочет свапать форму, хочет дожимать здесь охотника, но у него есть отражение там, или как эта кнопочка называется. Тотальная заморозка пошла еще раз. Но из-за трапа Ханта она была сбита неприятнейшим образом. Печальное зрелище, конечно, очень печальное, потому что могли бы прямо сейчас дожимать Фералыча, если бы он заморозку не сбил мою. Ну, посмотрим, чем данный бой закончится. В любом случае, сейчас нас Фералыч немножко откаятил, а я же, в свою очередь, просто постоянно за ним бегаю, пытаюсь прессинговать. Как-то Ретрика здесь трогать особо не хочется, а вот Фералыч тот самый как раз-таки противник. Очень удачно получилось, что он нажал свой баф на корни, когда я нажал зеленку, и, по сути, 2 заряда ему сбил зеленкой, поглотил, 1 заряд с меня задиспелил Пристыч, кстати, легенда, потому что под прессингом заметил, что меня зарутали и снял этот самый рут с меня, и как раз-таки прямо сейчас из-за этого должен умирать Ферал Друидыч. Найс. Легендарная команда, хорошие пацанчики попались, молодцы. Дауби-дауби-дабл. Победа. Сейчас посмотрим на цифры депаса. Ну, Хан здесь много настрелял на самом-то деле. Да. Окей, следующая котеечка. Поднимаемся на платформе, нажимаю смерть разложения себе под ноги. И, по-моему, кстати, сейчас... Да, жиденько обосрался своей заморозкой. Кстати, не понял, каким образом Ферала еще зацепило, повезло. Видимо, в прыжке попал. Короче, я положил смерть разложения, грипнул Приста на эту территорию и заморозил. Естественно, тик прошел урона, и заморозка спала. В моменте, кстати, увидел, что ДСшник бежит к моему Палычу, чтобы выдавать в него Фир. И я, в свою очередь, нажал волшебный поток бладельфовский, чтобы немножечко времени выиграть. И, по-моему, там получилось так, что Фералыч циклоном помешал ДЦшнику нажать в него Фир. Тем не менее, у меня какой-то прямо лютый Афли Варлок. Ты посмотри, он дотает и вражеского ДЦшника, и Ферала одновременно. И ДЦшник не знает, кого хилить в моменте. У него просаживается как он сам, так и его тиммейт. Плюс, понятное дело, я накидываю через мой талант на дисплее моей дотки еще озноб, который постоянно тоже вместе с Афликом наносит депас периодически по противникам. И по итогу вытекает как ДЦшник, так и Фералыч. Мы вот так вот 2 таргета просто фокусим вместе с ним. По итогу получается неплохо. Сейчас еще одна заморозка есть, главное не обосраться жиденько. Жду, пока закончится стан паловский, прыгаю, замораживаю вражеского ДЦшника, отлично. Он накидывает зубы на Ферала, и как будто бы это для меня возможность переключить свой таргет и сейчас пойти добивать вражеского ДЦ-приста. Это же замечает мой Холи Паладиныч, накидывает на меня фридом, что позволяет мне задоджить руты от Ферала, добраться до вражеского ДЦшника, кикнуть ему касты просто до победной его, забить уже, до конечной победить.
Нормально, нормально. Ну, вот хороший афлик попался. Очень много от него импакта на самом-то деле в данной каточке было. Ну и давайте еще одну котейку посмотрим. У меня в команде Фералыч, Холли Пал, а против меня Анхолик и Саб Разбойник. Кстати, тоже Холли Палыч на лекаре. Замораживаю просто здесь и Разбойника, и ДКшника, и его пэта, чтобы немножечко зафакапить им старт матча, сбить их темп. И, кстати, после гриппа и после накинутого смерча от моего Фералыча по Холику, Холик тринкует. Разбойник тоже тринкет уже потратил. Важный игровой момент. Закидываем немоту просто чуть-чуть выиграть времени, опять же, потому что потом не факт, что получится это сделать. И выбиваем также еще плащ теней с разбийника. И для нас как будто бы ситуация очень даже хорошая, потому что он и ваниш нажал, чтобы зарестелсаться. Сейчас можно его максимально сильно запрессинговать, и как будто бы даже есть возможность убить в моменте. Йоу! Почти хватает нам депаса. Пошел боб от паладина, кикаю ему каст. Йоу. Так у разбойника проблемы большие, потому что Палычу пришлось потратиться. Еще один фуловый циклон залетает в вражеского холля. Паладина от моего Ферал Друида. Молодец, легенда. Сейчас нужно нажать незыбку, чтобы не словить стан случайно от него. Магический. И не хватает чуть-чуть как будто бы ДПС здесь, чтобы его дожать. Что печальненько. Пугаю Палыча, подходя к нему ближе. Он нажимает бабл. В идеале мне, конечно, наверное, нужно было похолдить заморозку, но я что-то вот немножечко подиспугался, что Фералыч моего могут забить, поэтому заморозку нажал именно на ДКшника с разбойником. Сейчас, наверное, постфактум могу сказать, что стоило захолдить заморозку и нажать ее после бабла паладина, тогда бы победили вообще гарантом. Грипнул к себе ДК, после того, как он грипнул моего Ферала, и получилось по итогу, что они не могут все уже мою кошку никак здесь дожать, добить. Бегу за разбойником, чтобы накидать на него дотки, чтобы его прессинговать, чтобы он не рестелснулся еще раз. И как будто бы прямо сейчас уже у противников мало чего осталось, и можно будет их жестко сейчас добить. Накидываем дотки на разбойника периодически и постоянно, чтобы некомфортно себя чувствовал. У них нехорошо. Ну, хорошо получается пробить меня. Вынуждают нажать стойку льда, чтобы я случайно здесь не нафидел. Пэта у меня больше нет, чтобы я его съел. Уже куда-то потратил. Нажал в моменте. Ошибочка на самом-то деле от меня. Крипую Палыча. Нажимаю тотальную заморозку. Все в контроле. ДК в контроле. Паладин в контроле. Разбойник умирает. Нажимаем еще также волшебный поток на всякий случай. Дополнительную силу рун зарабатываем. И до конечной дожимаем вражеского Саброгу. Ну, такая котеечка тоже неплохая. И Фералыч молодец. Вот если бы я захолдил заморозку и нажал бы ее после бабла паладина сразу же, мы бы победили прямо там. Я думаю, что это был бы правильный плей. В моменте я поспешил. Но по итогу, раз победили, значит была не ошибка. Нормально, гаддэм, топ-1 урон забираем. Катку завершаем. Вот такой вот видос на сегодня, народ. Пишите, как вам больше нравится, когда много динамичных каток или когда есть катки, которые продолговатые, длинные по 5-6 минут. Будем собирать фидбэк. Всем же вам желаю удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE. Всем на сегодня. Пока!